Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Чайвай-Чайка, и сегодня я сделаю разбор игры Natus Vincere против СК на карте The Mirage с прошедшего в Лас-Вегасе DreamHack Masters. Первый пистолетный представляет необычайный интерес своей структурой. После контроля ключевых точек Нави отрезает хелпу и головы. СК не отходят и занимают агрессивные позиции, чем и пользуется Эдвард, прорвавшись в балкон. Флейми и Сист давят игрока между по инфе павшего Словака, а Симпл все это время лurковал, прикрывая стяжку через Зигу. В первой закупке Нави выходят в дым на апартаментах. И если, к примеру, в яме такой мув может сработать, поскольку выход происходит с разных точек, и тот, кто ближе к пленту, берет на себя все внимание, прыгая и зажимая в расчете на размен, то хелпа Зиги и узкое пространство в апах не позволяют Сизду полностью принять огонь на себя. Впоследствии мы имеем 3 минуса и проигранный раунд. После такой ошибки защита могла бы начать набирать раунды, но Флейми предотвращает такой исход событий. Оставшись один в один, он выбирает позицию, с которой может контролить выходы с ямы, ковров, а также головы. Тако мог бы сразу разменять тиммейта, но он чекает точку, которую Фэр уже проверил, выходя с ковров. Далее он просто бросает огонь и садится дефузить. Когда Флейми за весь раунд не контактировал с противником, и ему не составляло труда заспреить, потеряв только 4 хп. Разгром в 8-м раунде заставил бразильцев проснуться, поскольку проиграли они его чисто по стрельбе и таймингам, а не из-за сильной тактической игры от Нави. И через пару раундов СК ловят нить игры. В 10-м Нави тратят 4 смока для контроля мида. Но после того, как Сизда ловят под моменталку, они решают ретироваться под А. По итогу, Эдварду не хватает изоляции Зиги непосредственно во время штурма точки. Гардиан ждет выпад от Фоллена и отрезает КТ только после смерти игрока в коннекторе. В итоге, весь план на раунд был нарушен всего одной флешкой в миде. Когда основное время заканчивается со счетом 15-15, начинаешь задумываться, где же тот раунд, потеря которого стоила игры. Как по мне, это был именно 14-й. Люркующий Сист попался на единственного игрока с форсбаем. Его смерть заставила желто-черных быстро занимать точку. Тако ставит голову, и поскольку его размен был затянут, Нави теряют еще одного игрока. По итогу их давят со всех сторон, и Natus Vincere теряет свой раунд. Проблема же защиты была в том, что Нави привыкли к стилю, когда они полностью отдают точку для полноценного выбивания. В этой же встрече прослеживалась тенденция, за которой если Нави не убивали пару террористов на подходе к пленту, то ретейк был практически обречен на провал, как и случилось в 26-м раунде. Вся атака от СК была построена на медленном проходе контрольных точек. Никаких рисковых индивидуальных мувов, только парная игра и выжидание ошибок противника. Так, в 22-м раунде Нави делают упор на Зиги, и после того, как Эдвард разменивает Флейми, ему никто не может прикрыть спину, и укрепленный Б быстро берется бразильцами. Такой стиль игры сильно давит на противника, проверяя его мораль. В 24-м раунде Нави не вытерпели, и начиная с первого выпада на Зиги от Эдварда, все пошло не так. Казалось бы, размен снайпера должен был пойти на пользу игрокам защиты, но при правильном чтении слабой точки дефенса и при качественном позиционном распределении игроков можно переворачивать любые преимущества соперника под себя, что и показали СК, отстреливая игроков защиты по одному. В 28-м бразильцы делают раунд наподобие пистолетного от Natus Vincere с одним ключевым изменением. Один игрок подсаживается в балкон, но Нави пресекают этот раунд ранней агрессией в коврах и правильными позициями в пленте под прием игроков с коннектора. Кстати, при счете 22-21 мы видим аналогичную ситуацию. Если говорить об овертаймах, то меня удивила непоколебимая собранность бразильцев, поскольку посмотрите, как они опасаются Гвардиана и гоняют его по всей мапе, ожидая выгодный для себя тайминг. При счете 17-17 Нави делают интересный раунд. 3 игрока разбрасывают дефолт на а 2 ждут поджим в апах. И когда смоки уже полетели, Тако идет в размен и палит бомбу. Сист не может сам заходить в Б-план, а ротация на А занимает 23 секунды. В итоге он приходит на открытую точку, где их принимает защита. В прошлых выпусках я замечал придерживание гранат до последних 30 секунд, но на протяжении всего матча я этого не увидел. Хотя СК играли довольно медленным стилем. В 45-м раунде это просматривается как никогда. При полном закупе у Нави практически не осталось средств
Ни для зонинга противника в лейте, ни для интересного выбивания. В итоге Словак выдирает пару киллов и остается в безвыходном клатче. Было видно, что после мажора Нави изменили взгляды на игру. Плохо это или хорошо, пока не ясно. Увидим в Катовиче, ведь на двух ланах Натус Винсеры были выбиты на этапе четвертьфинала. Как говорится, результат на табло. Ну а среди интересных фишек хочется выделить следующее. Дым на балкон от Флейми. Дым на коннектор от Эдварда. Подсадку над своим же смоком на старте. Моменталку от Эдварда для выпада в ковры. Иван Вай на Зиге под контроль подвала. А на этом у меня все. Спасибо за ваше внимание. Учитесь у лучших и выигрывайте. Увидимся через какое-то там количество времени.